Всем привет! На этот раз видос будет немного нестандартным. Он не про рыбалку, не про охоту, но зато он про приключения. Сейчас я вам расскажу про свою поездку в Израиль, в который меня так и не пустили. Получилось так, что к началу марта мне обязательно нужно было отгулять 2 недели. Как правило, куда ехать вопроса не возникает. Либо с друзьями на охоту, рыбалку, либо с семьей куда-нибудь на море. Все наши похождения на рыбалку и охоту доступны на этом канале, их можно посмотреть. Но в этот раз необходимость отгулять накопившиеся недели застала меня врасплох. Для рыбалки и охоты еще не сезон, а дети вовсю ходят в школу, и оставить их не с кем. Летом мы уже запланировали пляжный отдых, поэтому после моих очень долгих переговоров супруга, скрипя сердце, все-таки разрешила мне уехать либо на рыбалку, либо на охоту, либо вообще езжай, говорит, куда угодно. Я для себя в этой поездке хотел освоить ведение влога в формате, что вижу, о том и пою. Повесить камеру на тело на крепление, прицепить к нему петличку микрофон и гулять, комментировать все, что я вижу. Монтировать накопившиеся материалы с ноутбука и заливать на свой канал. В прошлом году примерно в это же время мы посетили Германию. Та поездка мне очень понравилась, и я подумал, почему бы не сделать для себя хорошей традицией ездить в новые страны в начале каждой весны. И вот я приступил к выбору направления. 18 февраля у меня кончилась шенгенская виза. Делать новую пока не хотелось, поэтому я стал гуглить страны, в которые для граждан Российской Федерации безвизовый въезд. Для меня важны были 3 критерия. Во-первых, это недорогой перелет. Во-вторых, это не сильно жаркая, но достаточно теплая погода. И третье – это обилие достопримечательностей, чтобы было где погулять и на что посмотреть. В шорт-лист выбора вышли Турция, Грузия, Марокко и Израиль. В Турцию и Грузию ехать мне запретила супруга. Поедем, говорит, вместе. Марокко я отмел из-за длительного перелета и достаточно дорогого билета. Он там за 30 тысяч в обе стороны выходил. Остался Израиль, и, судя по отзывам в интернете, это цивилизованная, красивая страна, в которой можно и погулять, и вкусно поесть, и есть на что посмотреть. Я залез на Википедию и прочитал такие вдохновляющие строчки. Туризм в Израиле – одна из важных составляющих бюджета страны. Туристическая отрасль экономики обслуживает как израильтян, так и иностранных гостей. Обилие археологических и архитектурных памятников земли обетованной, пляжные зоны 3 морей, лечебные курорты и теплый климат делают туризм в Израиле привлекательным. Класс, подумал я, решено. В Израиль. Я купил прямой перелет из Санкт-Петербурга в Тель-Авив за 18 тысяч с копейками в обе стороны. После чего в телефоне накидал себе 2-недельный маршрут по стране, прогуглил все достопримечательности по маршруту и забронировал квартиру в первом городе своего пребывания в Тель-Авиве. Остальные квартиры по маршруту я решил бронировать уже в Израиле. На случай, если вдруг где-то мне понравится, я захочу остаться подольше. Я стал переживать по поводу квадрокоптера. Я обязательно хотел его взять, но стал гуглить, какие правила завоза квадрокоптеров в Израиль. Нашел в интернете адрес некого Ноама Мильштейна, УАФ ОПС, инспектор государственной службы ЦААИ, что бы это ни значило. Написал ему письмо в духе: я такой-то, такой-то, хотел бы поснимать Израиль со своего дрона в личных целях для влога на YouTube. Инспектор прислал мне краткий свод правил. Это не летать выше 50 метров, не ближе 250 метров зданиям и людям, и не ближе 2000 метров к аэропорту. И чтобы дрон всегда был в прямой видимости зрения. И отправил меня регистрироваться в некий аэроклуб. Я связался с этим клубом, с человеком по имени Рон Мясников. Оплатил взнос 100 шекелей. Это примерно 1800 рублей на наши деньги. И получил временное членство на период моей поездки. В день вылета уже в аэропорту я вспомнил, что забыл сделать медицинскую страховку. Спасибо моему страховому агенту. Я по телефону с ней связался. Она оперативно мне сделала эту медицинскую страховку. Я ее оплатил, и саму страховку она мне прислала на электронную почту. Все, со страховкой, загранпаспортом, билетами туда-обратно, забронированной квартирой, с разрешением на квадрокоптер, я спокойно сел в самолет в предвкушении прилета в Тель-Авив. Долетели мы без приключений. Садились уже после захода солнца. Я насладился видами ночного Тель-Авива, утопающего в иллюминации. С воздуха город выглядел очень красиво. И в тот момент я подумал, что правильно сделал, что не забронировал квартиры во всех городах моего пребывания в Израиле. И в Тель-Авиве постараюсь продлить бронь квартиры и останусь подольше. После выхода из самолета длинными коридорами двинулся к паспортному контролю, на котором уже успели
собраться приличные очереди. Отстояв свою, я спокойно двинулся к окну паспортного контроля. Сотрудница пограничной службы задала вопрос, с кем я еду. Один, ответил я. Следующим ее вопросом была, есть ли у меня семья. Я говорю, да, есть супруга и 3 замечательных детей. Она спросила, а почему я их не взял с собой? Я им подробно рассказал про школу, о том, что не с кем оставить детей. И вообще мы с семьей планируем на море. А сейчас я пытаюсь отгулять накопившиеся недели. Как я выяснил позднее, примерно этот же текст говорят абсолютно все нелегальные мигранты. Следующий вопрос был такой. Как имя вашего отца? Автандил, говорю я. А как имя вашего деда? Ираклий, говорю я ей. А где находится город вашего рождения? Я говорю, Черное море, Кавказ. Окей, пройдите вот в тот белый офис, там вас будет ждать ваш паспорт. Она отправила меня на дополнительную проверку к офицеру пограничного контроля. В этом отдельном белом офисе скопилось очень приличное количество людей, и вызова офицера я ждал примерно минут 40. Позже в интернете я вычитал, что мне еще повезло. Люди бывают в этом белом офисе, ждут вызова офицера по 5-6 часов. Офицер повторил мне те же самые вопросы про мое происхождение. Потом попросил дать сотовый телефон на проверку. Без задней мысли я разблокировал ему свой мобильный телефон и передал. Минут 30 он молча рылся в телефоне. Потом ошеломил меня вопросом. Вы ищете работу в Израиле. Почему вы ищете работу в Израиле? Я говорю, что это полная чушь, из чего он вообще взял, что я ищу работу в Израиле. Он показывает мне в моем телефоне рассылки подходящих вакансий с сайта headhunter.ru. Вы, говорит, находитесь в активном поиске работы и приехали сюда искать работу. Я говорю, господи, это просто рассылка подходящих вакансий с сайта ХХ.ру. Я на нее подписан всегда, всю жизнь, чтобы понимать, что происходит в моей профессиональной сфере, где открываются новые вакансии, какой из банков конкурентов набирает сотрудников и так далее. Нет, говорит он, вы ищете работу. Я говорю, давайте я вам покажу зачисление зарплаты в интернет-банке. Нет, мне этого не нужно. Еще он нашел в моем телефоне поисковой запрос «Виза в Израиль». «Зачем вы ищете информацию про визы в Израиль?» – спрашивает он. Да я забил это в Google, чтобы убедиться, что действительно виза в Израиль не нужна, а то мало ли я не так понял, или список сайта Travel.ru недостаточно точный. Ну и потом по этому поисковому запросу я получил весь список документов, которые нужны для того, чтобы беспрепятственно и спокойно въехать в эту страну. Больше ничего такого в моем телефоне он нашел, и, видимо, его терзали сомнения, потому что для того, чтобы принять решение, он вызвал вышестоящего начальника. Пришла какая-то женщина и, видимо, долго не церемонилась. Он вызвал меня повторно, снял отпечатки пальцев, сфотографировал, подсунул на подпись 2 бумажки и объявил, что начальник не разрешает мне въезд в страну, и я буду депортирован. Если сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Мне пальцем указали на другое, битком забитое помещение, из которого я успел сообщить семье через местный Wi-Fi аэропорта Бен-Гурион о том, что меня не впустили в страну и я буду депортирован. Стал изучать расписание рейсов из Бен-Гуриона на Санкт-Петербург. Рейсы были каждый день. Ну и я предполагал, что просижу в аэропорту максимум часов 5-6, и меня посадят в самолет и отправят обратно в Питер. Но не тут-то было. У властей Израиля были совсем другие планы на мой счет. Часа через 2 ожидания 2 человека в форме, коряво назвав мое имя и фамилию, пригласили пройти вместе с ними. Довели они меня до своего минивэна, открыли багажник и заставили в него спрятать мою ручную кладь и телефон. Я успел заныкать камеру, поэтому что-то подснять получилось. После чего меня засадили в сам минивэн и закрыли перед носом зарешоченную дверь. Весь минивэн был зарешочен, как тюремная каталажка. Мы двинулись в путь. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Ехали недолго, минут 20. И по приезду нам объявили, что съемка и вообще пользование телефоном запрещены. Приехали
Только тогда телефоны сейчас в карманы, ничего не фотографируют, лишних вопросов не задавать. Я попросил дать возможность позвонить семье, чтобы предупредить о том, где я, чтобы они не волновались. Ведь последняя информация была от меня из аэропорта о том, что я жду депортацию после того, как приняли решение о том, что не впускают меня в страну. Да, вы можете позвонить, но завтра, во время прогулки, сказал мне сотрудник миграционной политики. Чё? Какой нахрен прогулки? Вы что, охренели тут совсем, что ли? И тут я обратил внимание на само здание. Это двухэтажное здание, все окна в котором зарешочены. Ко мне пришло понимание. Меня привезли в тюрьму. Вот тут меня начал накрывать настоящий шок. Меня провели в комнату, где заставили оставить рюкзак, положить в него абсолютно все вещи, кроме денег, которые нужно было взять с собой. После этого меня провели в камеру, которая стала моим домом на 2 ночи. Это самая настоящая тюремная камера. Нары, вонючие покрывала, вонючие матрасы, клопы, духота. Я даже не представляю, как люди там сидят летом, когда в Тель-Авиве плюс 50 и более градусов. Это самое настоящее тюремное заключение под стражу. Душа нет. Доступа к личным вещам нет. Возможности позвонить нет. Кормят паршиво. Просто чуть ли не на пол швыряют какие-то отвратительные сэндвичи утром и вечером. А днем дают какую-то курицу, которая воняла ссаными тряпками. На все битком забитое помещение дают маленький графин с водой и маленький графин с кипятком для чая. Известно, что в Израиле нет своей пресной воды, поэтому они опресняют морскую воду. И у меня от их воды до сих пор болит живот. Я планирую пойти к врачу на обследование. Отношения со стороны сотрудников миграционной политики как к самым настоящим заключенным. Всякие наши просьбы полностью игнорировались. За 2 дня мне так и не дали возможности позвонить домой семье. Со своего телефона или с их телефона. Мне было абсолютно неважно. Я хотел позвонить семье и сказать, что со мной все в порядке, и когда я прилечу обратно. Хорошо, что супруга моя догадалась загуглить, что происходит с людьми в случае, если им запрещают въезд в Израиль. И в интернете оказалась куча материалов, потому что просто толпы людей разворачивают на въезде в Израиль. Наши просьбы дать нам дополнительную воду, дать доступ к своим вещам, выпустить подышать свежим воздухом полностью игнорировались. Буквально стоит охранник, ему и на английском, и на русском, и на всех возможных языках просят элементарные вещи. А он демонстративно делает вид, что не слышит или не понимает. Один там был нормальный парень, серб по имени Алекс. Только в нем теплился лучик человечности. Все остальные сотрудники миграционной полиции Израиля в Тель-Авиве натуральные бесчеловечные мрази. Другого слова у меня просто нет. Да, можно возразить, что это их работа. Через них проходят тысячи нелегальных мигрантов. Они выполняют инструкции. Но вот лично мне насрать на их инструкции. В каждой ситуации человек должен оставаться человеком. Тем более, что ни один заключенный в этой миграционной тюрьме не нарушал никаких законов Израиля. Израиль вменил мне и всем остальным заключенным мысли преступления. Это прям как сюжет фильма «Особое мнение» с Томом Крузом, который реализован в реальной жизни. То есть официально в моей бумаге о депортации так и написано, что меня не впустили из соображения предотвращения нелегальной миграции. То есть у Израиля появилось подозрение, что я потенциально могу нарушить их закон. Не нарушаю или нарушил когда-то, а только собираюсь нарушать. Исходя из их гипотетических соображений, которые, судя по всему, основаны на том, кто были мои предки, где я родился и какая у меня национальность. Исходя из этих гипотетических предположений, Израиль решил меня посадить в тюрьму, а потом вышвырнуть с территории своей страны. Внимание, тогда у меня вопрос к государству Израиль. Могу ли я пользоваться тем же принципом во взаимоотношениях с гражданами вашего государства? Но нет государства Израиль. Лично я православный христианин. В нашей морали это прощать обидчиков наших. Я не руководствуюсь принципом око за око. У меня в Питере огромное количество друзей евреев, и все они прекрасные люди. Но, алло, государство Израиль, это миграционная тюрьма, это просто сердце антисемитизма в центре Израиля. Если почитать надписи на стенах, которые пишут временно заключенные, то фраза «теперь я антисемит» это самое легкое, самое безболезненное, что там было написано. Знаете, что лично меня оскорбило до глубины души? Решение сотрудницы паспортного контроля отправить меня на дополнительную проверку после того, как она услышала грузинские имена у моего отца и деда. То есть у них четкая установка разворачивать всех грузин. Мужчины, женщины, даже были 2 грузинские семьи с детьми. Вся камера была исписана фразами на грузинском языке. Такое ощущение, что все государство Израиля ополчилось против граждан одной страны. Но похожая ситуация с гражданами Украины. Я начал вспоминать своих знакомых грузинских евреев. Вспомнил фильм «Мимино», когда герой Вахтанга Кикабидзе, случайно позвонив в Тель-Авив, попал на грузина, тосковавшего по родине.
Анзор, это ты? Кончай дурака валять. Деньги идут, валюта. Правда, Израиль. Клянусь мамой. Израиль? Yes, yes. Алло. Всего хорошего. Я решил почитать про евреев в Грузии. И вот что я вычитал в Википедии. В грузинской исторической традиции основным является мнение, что первые евреи прибыли в Грузию после завоевания Иерусалима Навуходоносором в 586 году до нашей эры. Они жили по всей территории Грузии. Еврейская община в Грузии не подвергалась преследованиям, ущемлению религиозных и этнических прав со стороны грузин. В сентябре 1998 года в Грузии широко праздновалось 2600-летие совместного проживания грузин и евреев. И вот, евреи запрещают въезд к себе в страну только по принципу грузинской национальности и грузинского происхождения. Чудно. Я не хочу давать никаких оценок. Я говорю лишь о том, что видел собственными глазами. В нашей камере за 2 ночи сменилось человек 100. Там были люди со всего света. Грузины, украинцы, молдаване, тайцы, малайцы. Справедливости ради нужно сказать, что большинство задержанных действительно ехали заработать на хлеб и отправить какие-то деньги семье. Получить легальное разрешение на работу в Израиле тяжело и практически невозможно. Поэтому люди едут туристами и либо теряются на производстве, либо обращаются к юристам и просят политическое убежище у государства Израиль. Да, проблема с нелегальной миграцией в Израиле, судя по всему, действительно есть. Но вроде в Израиле собрались вполне не глупые люди со всего мира. Зачем лечить симптомы болезни, если нужно лечить саму болезнь? И абсолютно все будут довольны. Нелегалы выйдут из тени, принесут доход государству и своими руками будут строить вам вашу страну, отправляя средства домой своим семьям, чтобы те могли нормально жить. Туристы будут спокойно к вам ездить и отдыхать. Зачем вы вводите безвизовый въезд, если планируете так по-хамски отказывать во въезде, бросать в тюрьмы и вышвыривать из страны? Я лишь хочу рассказать о том, что может случиться с каждым, кто не вышел рожей, как я, родился в подозрительном для евреев месте, и у родителей которых подозрительная национальность. Причем с особой ненавистью к той нации, которая за тысячи лет гонений с гостеприимством принимала на своей земле, грузинам. Я воочию, на себе, на своей шкуре ощутил со стороны государства Израиль дискриминацию по признаку моей национальности и моего происхождения. Я был заключен в тюрьму только из-за того, что государству Израиль показалось, что я собираюсь нарушить их закон. В отношении меня был нарушен целый ряд статей Декларации прав человека. Говоря по-простому, ко мне по-свински относились все сотрудники миграционной политики, кроме серба по имени Алекс. Алекс, респект. Я вполне осознаю, что им абсолютно плевать на то, как я отношусь к их государству и к сотрудникам государственных служб Израиля. Я лично хочу предупредить вас о том, как к вам может отнестись эта страна. Спустя 2 ночи заключения меня и несколько других заключенных из России снова посадили в зарешоченный минивэн и отвезли на предполетный досмотр. В моем рюкзаке была тонна проводов. Зарядки, жесткие диски, флешки, ноутбук, квадрокоптер. Меня досматривали с особенной тщательностью. Прощупывали все, абсолютно все складки моего тела. Все швы на моей одежде. И в итоге запретили брать ручную кладь в салон. И при этом украли мои щипчики для ногтей. А посадили нас в самолет на Москву. На наше возмущение в свойственной им манере пожали плечами и сделали вид, что они не понимают, что мы говорим. Из нашей группы, которую посадили в этот самолет, 2 нужно было в Питер, одной женщине нужно было в Сочи. Но и время пофиг. Вышвырнули из страны в Москву, а дальше и добирайтесь как хотите. По прилету в аэропорт Жуковский российские пограничники попросили списать абсолютно все обстоятельства депортации из Израиля. Якобы готовится коллективная нота этому государству. Еще пограничники сказали, что в каждом самолете из Израиля до 20 человек, которых развернули на границе и отправили обратно в Россию. И ситуации у депортированных совершенно разные. Была слабослышащая русская девушка, которая ехала лечиться в Израиль. Была семейная пара. Были религиозные люди, которые планировали поездить по святым местам и помолиться. Был один грузинский пограничник, который по официальному приглашению гражданина Израиля ехал к другу на свадьбу. Другой грузин с таким же официальным приглашением от гражданина Израиля ехал погостить к дяде. У всех были оплачены билеты в обе стороны, отели, туры. Люди потеряли
$1000 на этой депортации. Я был свидетелем, как в тюрьму привезли 2 семьи с детьми. На 2-м этаже есть камера с телевизором, на котором крутят круглосуточно мультики на иврите, без перевода, чтобы веселее было сидеть подрастающему поколению. Короче говоря, абсолютно любой человек может быть заключен под стражу и вышвырнут из страны. Это решение только одного человека, это пограничника миграционной службы. У него нет никаких абсолютно критериев. Это просто то, что ему взбредет в голову. Если вы не вышли рожей, происхождением, национальностью, то поездка в Израиль для вас лотерея. По приезду в Санкт-Петербург я первым делом написал гневное письмо в МИД Российской Федерации. Я подробно описал все, что со мной произошло. Попросил содействия в взыскании компенсации с израильской стороны хотя бы материальных потерь. Это выкинутые деньги на билеты, выкинутые брони, а после их клоповника пришлось выбросить абсолютно всю одежду и обувь. А также в идеале хотелось бы получить какую-то компенсацию морального вреда за заключение под стражу ни за что. Также я написал подобное гневное письмо в консульство Израиля в Санкт-Петербурге, но, честно говоря, на их человеческое отношение и вообще их ответ я не рассчитываю. За всю поездку только один человек вызвался нам бескорыстно помочь. Я уж не знаю, кто он там по национальности. Когда нас посадили на обратный самолет, у меня лично конфисковали вообще все вещи, включая телефон. И поэтому у меня не было возможности сказать жене, что я еду, что меня депортируют не в Питер, а в Москву. И мужчина с рейса сам добровольно вызвался, передал телефон, сказал: Нате, звоните, пишите сообщения, делайте все, что нужно. Спасибо тебе, добрый человек. Друзья, 100 раз подумайте, прежде чем ехать в Израиль. Это действительно лотерея. По статистике, с 2014 года до 10% въезжающих туристическими целями в Израиль разворачиваются на пограничном контроле, сажаются в тюрьму и вышвыриваются за пределы страны. Даже внутри Израиля есть чиновники, которые понимают, какой губительный вред подобная политика несет для репутации государства Израиля во всем мире. Депутат Кнессета Константин Развозов написал письмо министру внутренних дел и потребовал огласить критерии, по которым многие туристы не получают разрешения на въезд в Израиль. Более чем 3600 человек, их просто развернули на границе без причины. Люди купили билеты, люди оплатили гостиницы, они приехали в Израиль, их развернули обратно. И я этим людям верю, я этим туристам верю. Я общался с их родственниками в Израиле. Люди приехали сюда, людям готовили место жительства, за людей гарантировали, что они приехали сюда просто отдыхать. Был билет назад. И я считаю, что это неприемлемо. С одной стороны, мы как государство Израиль, Министерство туризма, муниципалитеты вкладываем очень много денег в рекламу, рекламируем Израиль на постсоветском пространстве, чтобы сюда приезжали туристы. С другой стороны, мы их останавливаем на границе и разворачиваем. Это его обращение датировано 2015 годом. За 4 года ничего не изменилось в миграционной политике Израиля, все только ухудшилось. И я должен отдельно отметить, что лично я никаких претензий к государству Израиль не предъявляю по поводу того, что они запретили мне въезд в свою страну. Право на то, чтобы не пускать на свою территорию граждан другого государства, есть абсолютно у любой страны, и это происходит и в России, и в других странах. Меня возмутило все то, что произошло после решения государства Израиль о моей депортации. То есть они меня не депортировали, они меня назидательно засадили в тюрьму, а потом выкинули даже в другой город, нежели из которого я прилетал. Потом уже по прилету я связался с авиакомпанией, в которой покупал билет, и они мне сообщили, что по моей инициативе мой билет из Тель-Авива в Санкт-Петербург был обменен на билет из Тель-Авива в Москву. Каждый день из Тель-Авива летают самолеты в Санкт-Петербург. Они могли бы просто подержать меня несколько часов в аэропорту и отправить ближайшим рейсом. Но нет, они заморочились. Они взяли мой билет, поменяли на билет в другой город. Через 2 ночи после моего прилета. То есть власти Израиля специально захотели провести меня через миграционную тюрьму и через весь тот ад, который случился. И так случается с каждым, кому Израиль запрещает въезд. Нужна ли вам подобная лотерея при поездке на отдых? Думаю, что нет. Не вздумайте ехать в Израиль. Не рискуйте.